Пойдемте. Только не спугните, а то убегут. Хорошо. Вот эти 3 боровичка были в одном месте. Смотрите, какие у них ноги толстые. Прям закрывают, если отсюда посмотреть, закрывают шляпу. Этот, ладно, нравится, это чуть поменьше. Но самая такая нога большая. Это вот этого бачок, ребята. Вот такие грибочки иногда чудесные бывают. Всем привет, меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. Привет, мои подписчики, привет, гости моего канала, привет, Москва, привет, Санкт-Петербург, Сергей, Бахара, Зинаида, Мустафа, всем привет, ЛНР, ДНР, Украина, Польша, Франция, Германия, Америка, Бразилия, Африка, Владивосток, Екатеринбург, Южноукраинск, Николаев, Одесса, Херсон. Всем огромный привет. Пермь, Урал, Дальний Восток, всем огромный привет. Нахожусь в лесу, опять сказочный лес. Только не могу передать вам эмоции, вот эти погодные, потому что испортилась погода. Но в лучшую сторону. Солнца нету, не жарко, но при этом прилил такой сильный дождь, что грибы поперли из земли, как фейерверки. То есть вот так шляпки взрываются, и они вырастают из земли, из-под елочки. Тому доказательство смотрите сами. Вот как это объяснить. А это белый гриб, боровик. Как объяснить? Вот же похоже на что? На фейерверк, потому что елочки в разные стороны раздвигаются, потому что это вылетает из земли белый гриб. Белый. От слова белый и от слова совсем боровик. Но, ребята, опять это не все. В продолжение. Вот следующий. Чуть-чуть проходим вверх. А тут уже братишки. 2 таких пацана сидят и меня ждут. В общем, ребята, грибы идут, продолжаются, не заканчиваются. Все, это канал Юрганов Лайф. Подписывайтесь на него и ставьте лайки. Тут же рядом с этими грибами растут еще чуть-чуть менее благородные. Это у нас что? Маслята. Маслята я тоже люблю. Они очень вкусные. И на вид они сейчас какие правильные. Это не маслята. Очень похожи, очень сильно похожи. Ну, заглянул под шляпку и увидел, что это не они. Ладно, значит, покажу вот эти грибы. Этот гриб, а это гриб у нас маховик. И он без червячков. До этого я вам скажу так, уже насобирал и маховички, и маслята. Вот они вот такие, молочные. Еще даже пленочка не удалилась. Красивенькие, картошечка с маслятами. Самая вкусная. Ну, а я пока забираю вот эти 3, первый взнос в корзину. 3 боровика и идем дальше в лес. Попадаются, конечно, и грибы поменьше размеров. Очень вкусные. Очень
вкусные. Вот такие боровички. После того, как поработал ножиком, посмотрел, что без червячков. Ребята, сейчас будет такая же поляночка, как во вчерашнем сборе. Ну, там, конечно, не 500 было грибов. Сегодня, вернее, не 500 грибов. Чуть поменьше, но, тем не менее, красиво стоят, красиво смотрятся. И я хочу поделиться с вами этими эмоциями. Не все могут, конечно, собирать грибы. У кого-то здоровье не позволяет, у кого-то леса нет, у кого-то засуха, а у кого-то наводнение. Итак, давайте посмотрим. Вот, может, уже что-то и видите. Вот этот мох, иголочки. Прям здорово. Красиво. Показываю вам так со всех сторон, обхожу. Здесь 3 гриба. И все они... Нет, тут больше, конечно, грибов. Но все они боровые. Там, конечно, и козляков целая куча. Вон поляночка. Но они нас не интересуют. Мы речь сейчас ведем о белых. Вот этих белых грибах. Ух ты, какой! Поранил веточкой. Представляете, только что веточкой его поранил, зацепился. Хотел еще вам показать, что он, смотрите, начинает раскрываться с круглой шляпкой, с такой, с темно-коричневой. Но не получилось. Так, второй. Что нам говорит второй? Второй тоже говорит, он очень хорош, красивый. И есть у нас еще третий, можно сказать, претендент на звание лучшего гриба 2022 года. Потому что, смотрите, какой насыщенный коричневый цвет. Здорово, просто здорово. После того, как я срезал землю, убрал землю, они выглядят вот таким образом. При этом тут же рядом вот масленок. Маслята я тоже собираю. Он очень маленький. Срезаем, лишь бы без червячков. Да, так и есть. Все, забираем и идем дальше в лес. Показываю вам. Попал он в кадр? Видно вам или нет? Вот вылез, скажем так, прямо на поляне. Одинешенек, но среди шишек. Обратите внимание. Шишки и белый гриб. Вот так вот. Представляете? В округе не деревца. В общем, дождался. И разорвало у него ножку. Посмотрите как. Красивый, что скажешь. И такой плотный, очень даже плотный, насыщенный. На этой же полянке еще один гриб. Вот есть подозрение, что здесь, возможно, нет, ошибочка. Но вот точно есть. Вот он. Ух ты. Он двойной, сросшийся. Вот такой. Одна шляпка на двоих. Очень даже мило выглядит. Молодцы.
Вот, ребята, гриб. Прям у дороги. Такая лесная дорога. Машины иногда проезжают. И вот здесь прям рядом, рядом. Такой вытянутый, подтянутый, поджарый, можно сказать. Вот рядом тоже был. Кто-то уже собрал. Ну, мне этот достался. Ребята, посмотрите, что я нашел. Это такая нора. Что-то она такая достаточно большая. Вот моя рука и нора. Чья бы это могла быть? Ребят, напишите в комментариях, чья это нора-то. Что-то не маленькая. Есть один хорошенький, плотненький. Замечательно. Пошли дальше. Может, еще сейчас попадется. Так, можно сказать, в прямом эфире. Иногда вот такой ров якобы противопожарный, и они бывают растут в нем. Кстати, да, я вижу, один точно вижу. Вот он. А, ну правильно, кто-то срезал. А вот еще один. Так. Соседушка. Кстати, ребята, вот еще ниже один вырос. Отлично. Отлично. Есть. В песочке такой. Хорошенький. И дальше можно еще найти. Вот он. А рядом еще один. Вот еще один. Чуть поменьше. Но не менее вкусный. Здорово. Так, может еще где-нибудь? Давайте прямо сейчас смотреть. Вдруг увидим. Потому что их, если честно, много. Прям много грибов. Так. Ха, вот есть. Вот есть. Вот стоит. Выжидает. Здорово. Вот такой. Среди шишки. Красивый. Красивый. Можно дальше пойти поискать.
Поют себе, поют. Вот так сделаем. Режешь, а он хрустит. Прям, знаете, даже с чем передать на звук такой хрум, хрум. Капусты, что ли? Может напоминать капусту? Не знаю, может быть. Опа. Вот еще. Это которыми 4 штуки сейчас только что нашли. Их освобождаю от песочка, землицы. Оп. И еще один вот есть. У этого слишком много песка. Лучше его убрать сразу, чтобы он не заморал другие грибы. И чем меньше песка, тем, когда варите первый раз, песочек тоже удаляется вместе с водой. И получается вкусно. То есть обязательно лучше очистить, чтобы потом песок не хрустел на зубах. Вот так 4 штучки. У птички заела. А мы идем собирать. Как думаете, сейчас в ближайшие секунды мы найдем гриб? Хотя бы один. Их много. Вот так головой я кручу. Еще. Да. Вот парочка. Парочку-то я вижу. Ух ты. Вот оно. Так. Раз. Ребятки. Два. А давайте пройдемся чуть-чуть дальше. Вот оно. 3. 4. Ха. Ребята, я еще вижу 4. А вот 5. 5. Обалденус. 5 обалденус соски. Гриб. Ребята, может еще где-нибудь прогуляемся, посмотрим. Лес просто отличный. Ребята, я вижу, вот он, малек. Один малек, ребятушки. Я уже вижу 2 малька. Еще 2 малька вижу, ребятки. Так, не знаю, вот это малек или нет здесь. Нет, это подделка. Ну, приглядитесь сюда. Вот он, еще один малечек. Вот малечек. Кстати, пока я его выковыриваю, я глазами шарю, есть ли еще в округе или нет. И один я вот еще нахожу. Он чуть-чуть подальше. Вот он. Вот он маленький. Трудно заметный, но все-таки заметный. Вот, ребята, грибочки. По факту получились вот такие чистенькие боровички.
Ох, сколько козлячков растут, не стесняются. С одной стороны, с другой. Пачками. Прям пачками. Вот еще один. Ух ты, черт, я его оторвал. Разорвал на двое частей. Ух. Конечно, с такой ногой. Длинный, как тут. Не разорвать его. Ну ладно. Бывает и такое, значит он просто переполненный был. А здесь что у нас? Здесь ничего, а здесь тоже ничего. Ладно. Вот еще есть. Где-то здесь был, я видел. Я видел и хотел вам показать. С одной стороны его видно, а с другой стороны его не видно. Вот он, вот он, вот он, вот он. Нашелся, нашелся, родимый. Все, нашелся. Увидел, издалека его увидел. Этот боровичок выглянул. А ты еще радуешься? Я радуюсь, конечно, я радуюсь. Вот еще порадуйся. Вы по краю шли? А, ну вон, да, еще надо. Вот еще надо порадоваться, да? Это из этой же серии, это братья. Потому что шляпки одного и того же диаметра. А вот еще вот здесь. Я вот здесь. Опачки. Вот он, четвертый. В итоге вот такие 4 штучки. После того, как срезал землю. Ребята, вот спеленькая брусничка уже осыпается. Но красивая, кисло-вкусная. Прям, вот смотрите, какие грозди. Опа. 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 Вот еще. Вот еще. Короче, попадается. Иногда я ее ем. Вот она. Она прям, смотрите, какая прям огонь. Как обычно, я вам желаю приятного аппетита, ее скушаю.
О боже. Настоящая брусника. С пылу, с жару, немножко кисленькая. Ну, немножко кисленькая. Ну, витаминов С. О, на всю зиму наелся. Еще ее чуть-чуть покушаю и за грибочками. Кстати, скоро закончится уже эта тихая охота. И покажу результат, сколько набрали грибов. Ну, а сейчас пока поем еще черничку. Ой, господи, черничку. Бруснику, простите меня, пожалуйста. Брусничку. Огонь. Ребята, бурундучок побежал. Вот ты какая мышка. Может, это его норка и была? Что-то схватил. Ну иди ко мне, иди. Иди ко мне. Иди. Я тебе грибочек дам. Иди. Убежал. Испугался. Как суслик. Иди сюда. Полосатый. Ладно, пускай дальше идет. Он какой беззвучный. Настоящая живность в лесу. А вот, кстати, и подберезовик. Вон бурундучок. А вот подберезовик. Правда, уже переросший. Но, тем не менее, вот такой вот. Вон бурундук там что-то ищет. Ребята, сегодня 2 сентября. Пятница 2002 года. И уже пошли опять. Представляете? Вот они пошли. Одно место. Вот, смотрите. 2. Опять же, правильно? Опять. Класс. Самые такие размеры, которые вкусные и для маринования. Специально выделили тару, баночка такая. Режем и срезаем. Получилось, конечно, чуть ли не с корнями, но переработаем, сделаем. Кстати, опять тут же брусничка. Одна, вон, 2. И вот еще опятки я вам покажу. Вот они. Вот они растут. Пошли, ребята. Пошли. Опять. Ух ты. Так, гляди, и насобираем на 20-литровое ведро. Ребят, пошли за белыми, насобирали опята, да? Такое тоже бывает. Вот еще опятки. Ребятки, опятки. О, здесь, а дальше вот еще они. Осень, ребятишки, осень. Ах, ребятушки, смотрите, какие козлятушки. Смотрите, сколько козляков, прям буран, я бы сказал. Вот бы столько белых было. Ну, примерно белых столько же. Может, чуть-чуть поменьше. Какой-то не такой. А вот это такой, как надо. Ого!
Опять угогошечки. То опять, а то белые грибы. Ах ты какой. Засосули-то прям. Красавчик. Настоящий красавчик. Ну вот. Уже другое дело. Красивенький. Уже большенький. Мягенький переросточек. Ребятки, это уже переросточек. Ну, вы знаете, куда я его заберу. Я его заберу к себе на участок. Вот это да. Еще один гриб, который поедет ко мне на участок. Продемонстрировать. Вот моя рука, а вот его шляпа. Вот это я понимаю. Дуда. Вот это гриб, да? Крутяк. Прям очень большой. Ну тоже уезжает на участок. Завалившаяся елочка, а под ней гриб. Такой достаточно уже крупный. Ну, надеюсь, не червивый и не мягкий. Да нет, вроде. Вроде неплохой. Подберезовик. Вот такой. Вот. Ребята, ребята, ребята. Нескончаемые грибы. О! Я думал один. Я думал, вот это всего лишь один, а их тут два. Начнем с малюськи. С небольшого. Ух, ничего. Глубоко засел как. Глубоко. Так, от песка вытру пальцы и покажу вам второй. Вот они, друзья, товарищи. Прогулка очень удачная. Как-то вечер перестает быть томным. Боровички не заканчиваются. Сейчас вам покажу экземплярчик. То есть вот он растет, а его... Ух ты, хотел вам показать вот этот гриб. Сейчас до него дойду. Просто под ногами у меня... Вот он. Мой гриб вырос. То есть это для меня, это мне. А вот это кому? Бурундучку или белочке. Оставим, пускай доедают. Это их. А я пока буду довольствоваться своим вот таким малюсеньким.
еще один красавчик. Вот среди иголочек вот растет. И даже не жужу. Козляки. Целая толпа этих козляков. Представляете, сколько их? Хоть и крупный, но очень даже ничего. Вполне такой симпатичный. Это, ребята, последние кадры на сегодня. Пора закругляться. Вот на такой позитивной ноте в виде небольшого боровичка будем останавливать грибную охоту. Стоп! Я говорю стоп! Все, остановились. Больше мы не собираем сегодня. Показываю результаты, что и как. Время без 20:12, 2 сентября, пятница 2022 года. И что мы имеем? Начнем с того, что нас собирали вот таких переростышей. Это у нас подберезовик. Это у нас белый гриб. Все это пойдет ко мне на рассаду. Дальше попадались, ну и брали. Попадались маслята, маховички. Вот такие симпатичные молочные маслята. И, ребята, у меня сегодня картошечка с маслятами будет вечером. Это очень вкусно. Вам тоже приятного аппетита. Лайк, подписка. Дальше смотрим. Дальше смотрим. Так, это я в ведерко сказал. Следующее. Пол корзинки у нас тоже попадались беленькие боровички. Покрупнее. О, даже лисичку заловили. Да. Опять же маслятки, маховички, лисички, беленькие. А в этом ведре, кстати, внизу в этом ведре у нас что? Или не в этом? Нет, в этом внизу. Там у нас опята. То еще белые не закончились, уже опята пошли. Я не представляю, почему так. Природа как-то вот распорядилась таким образом. Ну и на, это, скажем так, ягодка, вишенка на торте, ягодка на торте. Это, конечно же, вот целая корзина. Вот такая большая корзина. Вот она, если честно, ну тяжело, прям тяжело держать это боровые грибы. Белые боровые грибы, боровики. Иначе можно сказать боровички. Все один к одному. Очень. Да, бывают вот такие покрупнее, но если присмотреться, без червей. Все это пойдет и на засолку, и для того, чтобы можно было заморозить дома. Ребята, короче, грибалка удалась, тихая охота удалась, канал Юрганов Лайф. Вы сегодня увидели все. И маховики, и опята, и бурундука, и все. А я Иван. Канал Юрганов Лайф. С вами прощаюсь. До новых встреч. Говорю, подписывайтесь, пишите лайк, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока. По скриптум, друзья, вот опята в этом ведерке, в другом, совсем другом. Но в любом случае, посмотрите, какие они смышленые. Все такие аккуратненькие.
и молоденькие. Ну вы поняли, что пишите обязательно комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Юрганов Лайф. Но еще раз скажу, всем большое спасибо. Если что-то не так, извините или напишите в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Говорю вам пока. Иван, канал Юрганов Лайф. Пока. Показываю результат переработки вчерашних грибов. Итак, получилась небольшая баночка. Это маховички с лисичками. Вот такая симпатичная, можно сказать, пробничек. Дальше баночка беленьких. Смотрите, каких маленьких, классных грибочков. Еще одна баночка. Здесь вообще мелкие-мелкие, маленькие-маленькие грибочки. Но зато вкусно. А еще вот покрупнее. Тоже боровички с гвоздичкой. Все как надо, все по уму. Еще одна баночка. И еще. На вид они очень аппетитные. Вкуснючие. Очень вкусные. Так что получилось со вчерашнего улова. Сколько? Раз, два, 3, 4, 5, 6. 6 баночек маринованных грибов.